Итак, здравствуйте. Это второе наше видео по поводу стука в двигателе трактора МТЗ. Двигатель D240. Итак, после многодневных и многочисленных разборок, проверок, нахождения причины стука в двигателе, пришли к выводу, что надо рассоединять двигатель и искать уже причину где-то в коленвале, в той области, потому что много было сделано, много проверено. Было проверено форсунки на стенде, настраивались, регулировались. Был настроен и проверен топливный насос. Также еще по советам трактористов уже бывалых, которые работали на МТЗ, была такая версия, что стук может быть из-за клапанов. Регулировали мы клапана, это ничего все не дало. Было решение снять головку, снимали мы головку, смотрели клапана, все проверяли, все на месте, все работает, клапана целые, к поршням не достают, то есть засухаренные, все на месте. Это тоже мы назад все собрали, клапана отрегулировали, стук так и остался. Была еще такая версия, и писана в книге, зажигание позднее. Регулировали мы зажигание, крутили и на раньше, и на меньше, и на раньше, и на позже. Ничего это не дало. Двигатель хуже работал, или же вообще не заводился. Стук как был, так и остался. Вот так. В общем, проверяли поршневую, снимали, поменяли мы полностью поршневую, была изношена, новые поршня, все. Ничего это не дало, все, то есть, так как мы разобрали, уже там была большая выработка, мы решили сразу заменить поршня, вкладыши. Вот так проверили, все на месте, все. Была еще версия, и описано это в книге, что могут быть разбиты втулки в верхней головке шатуна, где крепится поршень. Когда мы снимали, в общем, все было на месте, все, втулки не разбиты, пальцы плотно входят, все не прокручивается втулки, все на месте. Собрали, стук, естественно, все осталось. И пришли к тому, что, может быть, осталось, подсказали старые трактористы, которые уже много лет работали, сталкивались, может быть коленвал, если осевой разбег большой. То есть осевой разбег — это что? Ходит коленвал, он не должен ходить. Должен там, очень-очень мало, почти неощутимо. После этого было решение, мы вот сделали такую тальку, в общем, самодельную. Вот видите, крепится просто швеллер, 2 болта к лонжерону, 2 отверстия, колесо. Все. С одной и со второй стороны. Сверху 2 трубки
и лом. И, естественно, накинут вот тросик. Тросик с одной стороны закрепление заводское, с второй вот за болты, к которым прикручиваются. Все прикрутили, но это быстро, потому что тальку, она у нас в селе только одна, и ее брать, в общем, далеко. Надо или вести, или катить руками. Она тяжелая. Вот так. И, в общем, лучше, когда оно свое. Ну, у нас были швеллера. Померили, сделали отверстие. Все это у нас заняло 2 часа. Вот такое. Вот такая талька. 2 часа. Вот так сделали, все, раскатили, все, сняли поддон, сняли маховик, коленвал ходил, и очень был большой зазор. Поменяли мы, вышло так, что с одной стороны стоят вкладыши R2, полукольца, извиняюсь, полукольца R2, а со второй номинальные родные, которые идут с вкладышами. Ну вот теперь как бы нету почти, когда, ну, это должно уже помочь. Я думаю, что стук пропадет, потому что был слышен стук именно в 4-м цилиндре. В первом видео было видно при работе, когда был стук, я отпускал 4-ю, отключал форсунку, и стук пропадал. Когда я закручивал, подавал опять топливо, стук начинался. Вот такое. Спасибо за просмотр. Я думаю, наше видео поможет людям, их коллегам, нашим трактористам. Может, у кого-то возникнут какие-то проблемы, и может это видео поможет найти быстро и устранить. Вот так. Спасибо. До свидания.